Слава Украине! Привет всем от Полонского. Ребята, интересно развиваются события. Просто неожиданным образом развиваются события вокруг поездки плешивого владельца Кремля в Турцию на переговоры, в Стамбул. Да, во-первых, оно испугалось. Испугалось, ребята, вообще нет слов. Забилось, говорит, под лавку и сейчас просит у всех гарантии. По поводу гарантий я вам еще расскажу. Если вы что-то слышите, это кот там бушует. Поэтому да. Ну, примите, как есть. Да, боится страшное дело. Сейчас еще расскажу. Значит, чтобы как-то убедить вот этого вот Шмындрика, что можно ехать безопасно, значит, в Турцию. К нему сейчас, представьте себе, из Пекина прилетел только что президент Бразилии Лула, с тем, чтобы как-то его сподвигнуть, чтобы он не боялся, чтобы он не был таким трусом, чтобы он все-таки на свой самолет, значит, сел и полетел в Турцию. Это недалеко, это не страшно. Туда даже женщины и дети летают, а Путин боится. Ну, трусло, что поделаешь. Вот. И Лула даже вчера еще говорил, что мне ничего не стоит подскочить к Путину и рассказать ему, что надо ехать. Пора заканчивать эту войну, пора заканчивать убийство людей. Но знаете, Путин, он храбрый на расстоянии, он храбрый. Вы же помните, как он всегда говорит, вот всегда будут стоять женщины и дети, а мы сзади будем стоять. Вот в этом его, значит, красивая натура, он всегда спрячется за чем-то спиной. А тут, значит, посмотреть в глаза украинского президента Владимира Зеленского, ему слабо, он же чмошник. Вот. А теперь же подходим к самому интересному. Значит, смотрите, еще вчера путлеровские вот эти самолеты, уже в курсе, он летает 4 самолетами одновременно. Опять-таки, признак труса, да. Потому что вот в этот попадут, в этот не попадут, вы же понимаете, да. 4 самолета эти вчера никуда не собирались лететь. Сегодня, по слухам, пишут уже, что они собираются лететь, что их готовят на вылет. Если готовят сразу 4 самолета, это значит признак того, что летит сам крысеныш. Вот. Это уже интересно. То вчера еще говорили, что полетит Лавров, ну и шайка, которая там, шайка-лейка, которая снизу под ним. Но что такое из себя Лавров? Он ничего не представляет. Ему скажут вот озвучить вот это и вот это. Все. С ним дальше говорить не о чем. Что же касается Пуйла, то понятное дело, что он решает. Там, хоть он и крыса, хоть он и трус, но там он решает вопросы. Они же его признают своим этим, как он там у них называется, чем он там числится, президентом или как его. Вот, они его признают, и он может решать какие-то вопросы, но боится. Вот, ему уже там, я так понимаю, американцы ему звонили, чтобы он не трусил. Вот теперь прилетел к нему президент Бразилии, чтобы он не был таким боягузом. Вот, и, собственно, все его буквально под зад выпихивают на переговоры в Стамбул. Конечно, знаете, более позорного зрелища я еще не слышал. И еще одни слухи сейчас пошли, очень интересные слухи пошли по поводу завтрашних переговоров, что по закрытым каналам российская дипломатия запрашивает гарантий у сторон, которые будут участвовать там в переговорах, о том, что президент Украины Владимир Зеленский не будет физически угрожать их диктатору. Большего цирка, ребята, я еще никогда не слышал. То есть они реально боятся, что президент Украины просто тапками его луснет там, где-то там в Стамбуле. От него одно мокрое место останется. Ребята, ну реально смешно. Очень смешно и очень весело, да? То есть, что вам сказать, друзья мои? Вот таким вот образом выпроваживают, значит, этого черта, этого бункерного под зад на переговоры. Что там полетит, он не полетит? Сейчас уже выглядит, как будто и полетит. Трамп еще вчера говорил, смотрите, Трамп говорил так. Я думаю, что он поедет. Я думаю, что он поедет, да. Ну, как он в своей манере говорит, да. Потом под вечер уже говорит, да нет, мне кажется, что не поедет. Вот. А я тоже, говорит, прилечу в Стамбул. Но только если туда Путин прилетит. Надо сказать, что Трамп сознательно выбрал такие даты, ну, с тем, чтобы визит в Саудовской Аравии мог совпасть по времени с этим всем, что творится в Турции сейчас. Да, а у него получилась Саудовская Аравия, Катар, ну там Турция буквально за стенкой, да, просто рядом. Вот, то есть вот он готов подскочить тоже туда. То есть интересно, что обложили крысу, обложили со всех сторон. Просто ему сейчас, понимаете, ну показать, что он не приедет. Ну трус, совсем уже трус.
Причем, ребята, почему трус? Да потому что эти переговоры инициировал именно Путин. А кто же еще? Вспомните. Кто сказал, значит, не будет никакого перемирия, мы хотим прямых переговоров. Ну на тебе прямо переговоры. Это, знаете, даже вот Путин, он же с подворотни там, с этой, он сам говорил, из Ленинградской, да? Ну, как это выглядит? Ты забил кому-то стрелу. Ну, тот, кому ты забил стрелу, говорит, окей, я еду, я еду. Ваш, как говорится, рефери тоже говорит, окей, я еду, нет вопросов. А ты такой, да не, пацаны, вы что? Я стрелу не для себя, я там Лаврова пошлю, вместо меня есть мальчик, он приедет. Я же боюсь, вы что, смеетесь? А вдруг в глаз получу? Не. Представляете, как это по понятиям выглядит? Как опущенный полностью. То есть вообще выглядит, ну, Путин подванивает в этом плане, он постоянно, ну а сейчас вообще уже сильно. Вот. И он, получается, он сам себя усадил в лужу, в дипломатическую пока что. То есть всех туда он настовбырчил, всех туда он послал, а сам говорит, не, пацаны, я боюсь, вы что, с ума сошли, а вдруг мне в глаз дадут, а вдруг Зеленский меня как вмочит, там я улечу через 3 табуретки. Ведь там же, хотя он может с собой затребовать захватить вот тот стол, за которым, знаете, Шойгу принимает, да? Вот смотрите, какой трус просто конченый. Президент Зеленский, он вчера гулял по Крещатику, ну, ходил среди людей. Там было охраны 3 или 4 человека. Ну, но он абсолютно не боится, ходит среди людей, не вопрос вообще. Просто даже не прикрывался Крещатик, Майдан. Сколько людей было, столько и было. И посреди этого он принимает Шойгу, 150-метровый стол, там, наверное, скоро его еще 30 секций добавить, он уже будет вообще, этот будет сидеть в одной комнате, а тот через дырку в стенке в другой комнате, и оттуда заглядывать, где там Путин, ребята, вы что? Такое позорище есть только на России, ну, такой трус. И вот сейчас этого труса весь мир сподвигает, чтобы оно подняло свой дряблый зад и ехало на переговоры в Стамбул, чтобы прекратить войну, чтобы прекратились убийства людей. Вот такая вот картина, ребята. Пока что выглядит таким образом. То есть все собираются туда ехать, а Путин, знаете, как такая кисейная барышня бальзаковского возраста, ломается. Вот. Но к ней приедет, вот сейчас ее там джентльмен приехал, Лула, уговаривать кисейную барышню, чтобы она поехала на переговоры. Посмотрим, чем это все кончится. Но пока все выглядит, ну, просто анекдотично.